Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал. Это обзор на Ивлева. Вы просили, вы писали об этом. Это станет постоянной рубрикой. Такие реакции на кулинарные шоу, на разные проекты, на разные видео и телепередачи. Пишите ваши идеи в комментариях, обязательно сниму. Ставьте пальцы вверх и погнали. Сегодня у нас в программе будут обзоры на супер вкусные шашлычки от шефа Ивлева. Попало мне это видео в рекомендациях. Супер рецепт шашлыка с картофелем по-деревенски. Очень интересно. Такой перечень продуктов у него, конечно, сосиски, бекон, сыр, цукини. То есть у него будет шашлык сосисок. Ну, давайте смотреть. Я смотрю, что вам зашли мои нестандартные шашлыки. Помните, мы готовили с вами из утап, с шампиньонами, из картофеля и бекона, из сыра и много-много другого. Без проблем. Вы просили, мы сплясали. И сегодня очередной шедевр нестандартного шашлыка. Из цукини, бекона, сосисок, сыра. Ну и, конечно, с офигенным гарниром из картофеля по-деревенски. Ну, звучит прикольно. Соус, ребят, у нас будет просто взрыв башки. Я уже как-то вас знакомил с вегетарианским майонезом You Feel Good. Это майонез, который можно есть. Веганский. И странить. Обязательно досмотрите до конца, я вас чем-то удивлю. Для того, чтобы нам подготовить шашлык, нам нужен этот инструмент. Отсель вопрос. Первые 5, кто правильно пришлет название этой штуковины, получит, соответственно, приз от меня и моего партнера Ивлев Шеф. А ну, друзья, кто знает, что это за инструмент, напишите в комментариях, если знаете. Начинаем грызть гранит науки, а не только мясо, шашлык, колбасений, хлеб. Итак, поехали. В первую очередь мы берем бекон и вот смотрим сразу же под стать нашему будущему шашлыку. Ага, досель. Лучше всего купить в нарезке, потому что так вы дома, конечно, не нарежете. Поэтому давайте не жидимся, идем в магаз, берем бекон в нарезке, сырокопченый, варено-копченый, какой, соответственно, любите. Теперь свежий розмарин. Для того, чтобы... Не, ну, насколько я понимаю, он его будет заворачивать. Ну, обворачивать беконом цукини. И, ну, типа, берите и тот либо сырокопченый, либо вареный, варено-копченый бекон. Но это как бы разница есть, потому что, ну, сырокопченый, он более эластичный, а варено-копченый, он крохкий. Дать интересную ароматику нашему шашлычку. Вот так. Дофига. Берем сыр. Лучше всего для этого рецепта. Ну вот смотрите, вот он добавил розмарин. Как по мне, во-первых, вот здесь вот, например, вот палки остались, да, от розмарина. То есть после приготовления, ну, это не очень будет приятно кушать. То есть он будет хрустеть на зубах. И не думаю, что это комфортно. Я бы, например, на его месте нарубил бы его меньше. Ну, это да, это выглядит прям красиво вот для кадра, но практично есть ли это? Нет. Я бы его нарубил мелко, либо добавил бы сушеный, но тоже немного, потому что, ну, это насыщенная достаточно специя, приправа. Поэтому не знаю. Рецепта взять чеддер. И лучше всего рыжий. Он имеет очень неплохой цвет. Обожаю. Во-вторых, он очень вкусный, быстро плавится. То, что нам нужно. Мы, конечно, какую-то часть сыра потеряем. Не надо плакать крокодильными слезами. Надо... Вопрос. Закрадывается после того, как он сказал, что мы, конечно, некоторую часть сыра потеряем. Каким образом он это будет заворачивать? И как он будет это жарить, вот мне интересно. Ну, давайте посмотрим. Просто-напросто подписываться на Ивлев Шеф Channel, ставить колокольчик. Ну, а... И обязательно, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец, бейте в колокольчик. И, кому интересно, можете покупать мой мерч, написав мне в Instagram. Ссылка в описании.
Лайк, так респект вам и уважуха. Это цукини зеленый. Можно взять кабачок. Постарайтесь, чтобы он был более-менее ровный. Теперь начинаем не спеша постараться аккуратно, равномерно разрезать на две половинки. Теперь берем эту фигулину. Вот у меня венская сосиска или баварская еще, она тоненькая. Опа! Здесь маленький размерчик, а это большой размерчик. Подойдет. Кстати, для чего вообще этот прибор нужен? Для того, чтобы делать шарик. И лучше всего использовать это для детей. Шарики из ягод, из фруктов, Дыня, из овощей. арбуз, Вы можете да. их насаживать на шпажку, Картофельные либо шарики просто делать фруктовый можно салат. делать. Вырезаю. Не глубоко. Например, вот в ресторане такое использовали. Делали картофельные шарики, чтобы была красивая подача, например, там на салат, либо отварной картофель, а остатки уходили на переработку в пюре. Делаем саркофаг для сосиски. У нас сосиска превратится сейчас в Тутанхамона. Мы ее сейчас похороним в самой лучшей пирамиде Похороним. в нашем желудке. Теперь кладем сосиску. Это как-то в свое время я учил своего сына есть овощи. Утром сказал, что будем есть, сынок, хот-доги. Он там чуть не опупел. А все это было вот так вот сделано. Прикольно. Отлично. Вот смотрите, что я делаю. Положил сосиску. Видите, здесь пустота. Значит, беру еще одну сосисон и вот сюда. Тоже, получается, он его мариновать не будет. Вопрос, хватит ли копчености и солоности от сыра, от бекона, чтобы был какой-то баланс, потому что мне кажется, что он будет пресноват. То есть я бы его, например, хотя бы, ну ладно, не мариновать, но я бы его хотя бы подсолил бы слегка. А вот ее докладываю. Есть. Теперь накрываю саркофагом. Есть. Видите, у нас плотная история получилась, как хот-дог. Теперь тема очень простая. Вот сюда вот кладу на сыр ножом. Вот так вот все аккуратненько. Это просто будет прелесть. Мои предположения, ну я надеюсь, конечно, что он это все завернет в фольгу, запечет, чтобы оно все пропеклось хорошенько. Вот, потому что по-другому я как-то не представляю пока, как он это сделает, чтобы оно пропеклось, и чтобы вот цукини не был внутри сырой, а снаружи это все не сгорело. Плюс еще, сосиска должна прогреться. Здесь натягивать, чтобы не было пустоты. Смотрите, какая штуковина-то получилась-то у нас. Ну, а дальше все по законам фэншуя. А вот эта часть не нужна, мы ее обрезаем. Вот что у нас внутри с вами, смотрите, получилось. Ну и дальше нарезаем на кусочки такие, чтобы они были комфортные. И самое главное, мы понимали, что мы их быстренько прижарим. Из одного кабачка у нас получается большой шампур. Берем шампур. Там, где у нас остается с вами вот здесь вот схлёст бекона, здесь мы как раз и насаживаем. Вообще сразу скажу, что здесь ничего страшного не будет, если даже там... Ну тоже тут момент, да, то есть не то, что там, где остается схлёст бекона, тут еще надо подгадать так, чтобы, когда вы будете заворачивать, чтобы кабачок, когда вы будете его насаживать, не попадал на стык. То есть, как он вот делает, он насаживает на спинке, а не на стыке между двух половинок. И он может, так как он свежий, это плотный овощ, он может лопнуть. То есть даже, на шампур особенно, когда насаживаешь. Я делал шашлычки овощные, насаживал его на шпажку, он даже со шпажки лопал. А тут он точно лопнет. Ломается. Есть. Хрустит, ломается, да. Вот такие у нас с вами получается история. Красота. Не, выглядит Это вам обалденно. не Юлия Высоцкая. И жир с нее сдувается. Это все более серьезно и профессионально. Дальше все повторяем то же самое. Посмотрим. Можете, кстати, взять хлеб или булочку для хот-дога, также завернуть ее беконом вместе с сосиской и пожарить. У вас тоже получится такой импровизированный шашлик. Розмарин, сыр. Старайтесь сделать так, чтобы все-таки, видите, сосиска, она была так достаточно очень плотно там, чтобы она не болталась. При тепловой обработке овощи-то будут уменьшаться в размере, а не увеличиваться. А сосиска тоже увеличиваться в размере не будет. Такой момент, конечно. Он не будет его жарить, явно не будет его жарить столько, чтобы оно внушительно уменьшилось в размере. Там скорее кабачок, цукини уменьшится в размере только к тому моменту, когда уже все сгорит вокруг. Будет.
Обязательно вам советую приготовить вот такую вариацию шашлыка. Отлично. Если он это не будет заворачивать в фольгу, а просто так положит на мангал, вот даю вам 90, даже 100% гарантии, во-первых, что весь сыр, большинство сыра вытечет, а кабачок будет сырой. Шашлык у нас готов. Гарнир к этому шашлыку может быть любой. Но я советую то, что вы любите. Берем картофель, очень хорошо его моем, нарезаем вот на такие вот дольки, не крупные. Картофель лучше всего взять вот такой вот длинный. Значение возраста картофеля не имеет никакой. Тем более еще в молодом картофеле очень полезная кожица, в которой содержится большое количество микроэлементов. Теперь берем горячую воду. Можете вообще заварить, 3 минуты приварить. Но я люблю вот так вот взять, полностью залить кипятком и закрываю крышку. Стоит в течение 5 минут. Никуда не уходим, дожидаемся. Угу. Сливаем. Нам влага ненужная не нужна. Дальше соль. Сухой чеснок, только не перебарщивайте. Я очень люблю молотый, вы знаете, кориандр, небольшое количество паприки, небольшое количество растительного масла. Вот так вот все это добавили сюда. Берем крышку, и все очень просто. Я бы добавил бы, знаете, какой еще ингредиент? Это устричный соус. Вот на такой объем буквально чайная ложка с горкой получается такая карамелизированная, обалденно вкусная картошка. Вот попробуйте, реально попробуйте. Ну, реально обалденно получается. Устричный соус. Нету никакого там вонючего постороннего запаха рыбного, нет. Получается просто бомбически. Оно усиливает вкус, оно дает карамельную корочку. Попробуйте обязательно. И теперь небольшая монотонная работа. Хочется, чтобы каждая долька картошка была в специи. Кладите друг от друга полсантиметра. Все, ребят, 190 градусов на 25 минут ставим. И пока мы будем жарить шашлык, у нас картошка приготовится. Соус мы делать с вами не будем, потому что у нас есть наш старый здоровый друг. Веганский майонез You Feel Good. Давай готовить. Ну что, угли у нас очень хорошие, поэтому начинаем. Значит, я не советую солить, Мне кажется, что они еще не прогорели. потому что у нас достаточно бекона и сыра. Жарим классическим Вот, смотрите, вот он ответил как раз на мой вопрос. Типа, я не вижу смысла солить, потому что достаточно бекона. Тут, блин, ну зависит от солоности самого бекона. Ну, я бы немножко подсолил бы все-таки, друзья. способом. Бекон у нас сейчас очень быстро поджарится, сырочек. Бекон очень быстро поджарится, сырочек начнет плавиться, это все будет вытекать, а кабачок, цукини, останется сырой. Смотри. Я уже говорил, начнет расплавляться, а кабачку и не так уж много времени нужно с сосиской для того, чтобы Ну пожариться. как? Я взял еще оливковое масло, конечно же, Ему надо нужно будет некоторые... Дольше времени, вот уже, посмотрите, он только поставил, уже здесь течет сыр. Кабачку нужно больше времени, чем плавленному сыру. Либо это надо заворачивать, как я уже сказал, в фольгу. Лучше в пергамент и затем уже в фольгу. И либо часто это все крутить, чтобы сыр не вытекал, а наматывался, скажем так. части смазать, чтобы колерочек был хороший. Ну вот, смотрите, ну как это? Такие вот прям ленты висят сыра. Это внушительные потери. Посмотри, красота А бекон только-только начал подрумяниваться. какая. А вот и сыр начал чуть плавиться, бекон. Ох, жара, Вот уже сыр. жаришка. Вот так Ну вот. вот. Смотрите, он перевернул, он цукини только-только начал схватываться, видим, да, вот по краям. Берем кисточку немножечко. Не, ну я не спорю, ну у Ивлева очень много, он очень грамотный, у него очень много интересных рецептов. Но тут мне кажется, что он сделал это все прям наспех.
Вот так вот, раз. Много не надо. Опять Здесь коктейль. так достаточно бекона, но при этом все равно для хорошего Много не надо, и там прям залил его маслом. равномерного колера слегка оливковым маслом смазывать. Посмотри, какая красота-то, а. Снимаем с огня вот эту вот красоту. Черт побери, как Высоцкая сказал, да? Она же там постоянно Может сделать обзор на Юлию Высоцкую? со своим это психбольным шеф-редактором коммуницирует. О, вот теперь можно вот Начинает так вот разваливаться поставить, уже. дабы чтобы бекончик очень хорошо со всех сторон зашкварился. Смотри, как Зашкварился? кедр красиво Зашквар. топится и начинает по ободочек прям давать. Наш шашлык готов. Ну, явно сырой. Тут слегка начал схватываться. Сыра здесь нет, здесь нет, здесь нет. То есть половина сыра, 100% половина сыра убежала. Сосиска прогрелась. Но вот мне кажется, что даже в середине сосиска не до конца прогрелась. Ну, блин, не знаю. Мне кажется, что рецепт реально недоработанный. Идея прикольная, выглядит обалденно. Но недоработана. Я бы, знаете, как лучше сделал бы? Нарезал бы его слайсами, замариновал бы, чтобы он стал мягкий. И обвернул бы вокруг сосиски. Тогда ему было бы нужно меньше времени, чтобы прожариться, потому что кусочек был бы тонкий. И сыр не успевал бы прям, ну хотя тоже он бы капал. Ну тут такой момент уже. То есть с сыром, конечно, да. Но вот цукини я бы нарезал, например, слайсами и обмотал бы вокруг сосиски, затем уже бекон с сыром. И пришлось бы это все дело быстрее, чаще проворачивать, чтобы сыр не вытекал. И айда теперь к нашему соусу сегодняшнему, а точнее к веганскому мазику. Ну и, конечно, картофелю по-деревенски. Пока у нас с вами жарился шашлык, картофан по-деревенски тоже приготовился. Друзья, Хорош, я шикарно. уже знакомил вас с веганским майонезом You Feel Good. Мы готовили вкуснейший сэндвич с лососем и авокадо. Помните? А может быть, тут момент не в рецепте, а в рекламе? Типа, ему предложили рекламу, и он просто наспех накидал вариант рецепта, либо ему дали там контент-менеджеры рецепт, не проработав его. И просто, типа, надо было снять рекламу. Но рецепт реально, вот, по моему мнению, недоработан. Напишите, как вы считаете. Сейчас посмотрим, когда будет пробовать. Это низкокалорийный, постный, а главное полезный продукт. И является пророщенной Так, новинкой. хорошо, Ну что, давайте сломайте пропустим нож. рекламу. Он же скиснет. Он даже в мисочке, в соусничке не поставил майонез. Прям туда макал, но он скиснет. Так не делайте так, друзья. Ну, видно, что по вкусу, что оно хрустит. Но цукини сырой можно есть. В этом нет ничего прям печального. Но момент в том, какой результат вы хотите. То есть мне кажется, что лучше было бы сделать, например, тоньше его нарезать, там, слайсами и завернуть, и промариновать. Потому что, скорее всего, по моему субъективному мнению, не такому опытному, как у шефа Ивлева, кажется, что оно пресновато было бы. Не жизнь, а сказка какая-то. Это что-то нереальное. Хотите так же, как и я, мыкать? Все есть, рецепт есть. И вот теперь вы даже знаете, где купить этот прекрасный веганский майонез You Feel Good. Потому что ссылка в описании. Приятного аппетита. Вот такой вот выпуск получился, друзья. Если хотите проверку рецептов, напишите в комментариях. И очень, кстати, интересная рубрика, потому что я стараюсь вам показывать, как оно есть на самом деле. И некоторые из блогеров, довольно известных, миллионников, они больше делают это все для кадра. И я, конечно, буду стараться не стать таким.
True поваром. Если вам интересно сделать рубрику «Проверка рецептов», накидывайте варианты рецептов в описании, и обязательно это запишу. С вас лайк, подписка, варианты в комментариях. И до новых встреч. Увидимся в новом выпуске, друзья.